У нас несколько тем главных, к которым хотелось бы вернуться. Во-первых, поговорить про СМИ в разные периоды, и потом немножко поговорить про, поскольку вы были в Пуле и сопровождали Ельцина, когда он ездил за границу, Почти всегда. поговорить про международную политику. Давайте со СМИ начнем. Расскажите, собственно, когда эти новые СМИ появились, начиная, наверное, с перестройки, и как все изменилось в этот момент. Ну, эта тема благодатная. Практически ничто, ничто так не радует, как воспоминания о том, как закончились советские СМИ, и появились первые постсоветские, то есть не советские. Ну, в общем, конечно, мы обязаны этим Михаилу Сергеевичу Горбачеву, безусловно. Ну, историческим обстоятельствам, которым он не счел нужным или не смог сопротивляться, и все эти экзотические для молодых людей вехи, как, например, апрельские 85 года, пленум ЦК КПСС или пленум ЦК КПСС 87 года, появление слова «гласность», появление слова «перестройка». Все это привело к тому, что абсолютно невыносимые, мутные, подцензурные, официозные советские СМИ в основном дали дубу, и свято место пусто не бывает, и поэтому некоторые смогли переделаться, некоторые были, условно говоря, оплотом нормальности, как, например, газета «Московские новости» при Советском Союзе, но тоже такой странной нормальности. Это было первое мое место работы сразу по окончанию журфака МГУ. То есть я поступила в университет в Советском Союзе, а закончила его уже, в общем, нет, в другой стране. Очень упоительно было. И я помню цензора главлитовского Миша такой высокий, большой, но все равно такой немножко бледная моль, который точно без всякого рвения исполнял свои обязанности, но у него в «Московских новостях» был кабинет, у него была печать. И, конечно, Егору Яковлеву приходилось невероятно маневрировать и договариваться, и прибегать к разным способам давления на опекающие его партийные органы для того, чтобы делать то, что делали «Московские новости». Но зато с 1989 года все пошло совершенно по-другому. Собственно, съезд народных депутатов, знаменитый СССР, когда произошли первые альтернативные и настоящие выборы, это не был парламент, нечто, съезд, он, мне кажется, изменил как раз ситуацию со СМИ радикальнейшим образом. Сначала вся страна на протяжении нескольких месяцев жила, прижавшись ухом к приемничкам, поскольку это было до интернета. Но потом возникший спрос уже начал удовлетворяться сначала всякими самоздатами, так называемыми самоздатами, на стены «Московских новостей» на Пушкинской площади клеились бесконечные разной степени самодельности листовки, газетки, не знаю что, и люди толпились, отталкивая друг друга, все это жадно читали, как жадно читали «Московские новости», а потом уже, собственно, в 90-м, 91-м, 90-м году межрегиональная депутатская группа, которую сформировала отчасти Моссовет во главе с Гаврилом Харитоновичем Поповым, учредила две прямо отчетливо постсоветские, просто даже формально постсоветские газеты, газету «Куранты», такую трогательную, которая, если я не ошибаюсь, прямо так называлась, антикоммунистическая газета, и независимую газету, в которой я, собственно, с первого дня и работала благодаря тому, что меня позвал Виталий Третьяков. А можно сказать, что журналистика уже тогда родилась, в полном смысле слова? Смотря что мы имеем в виду под журналистикой, что вы имеете в виду? Ну, я имею в виду не пропагандистская журналистика советская, а именно журналистика в том смысле, в котором мы сейчас это понимаем. Мы можем, кстати, с вами по-разному понимать, что такое журналистика, но, безусловно, тогда родилась журналистика,
скорее такого немножко публицистического толка. Это были всякие лонгриды, как сейчас принято говорить, разоблачительные острые очерки. Репортаж был уже, да, человеческий появился. Понятие колонка не существовало. С разделением отчетливого мнения редакции от мнения автора существовали проблемы, поскольку никогда в западной традиции не развивалась российская журналистика. Ну да, как-то она начала формироваться. И, собственно, я, кстати, да, я же забыла сказать, это ужасно. Конечно, первый пост советской газеты был «Коммерсант». Он тогда был еженедельник, но, тем не менее, он был учрежден в 1989 году. Благодаря наличию закона о кооперации появился кооператив «Факт», который учредил потом газету «Коммерсант», без попутал. Да. Просто он был долго еженедельным. Да, и, собственно, между 89-м и, например, 93-м примерно, изрядное количество лет, новая российская журналистика вырабатывала свой стиль, свой метод, свои кодексы профессиональные. Отчасти мы копировали их с лучших западных образцов, но методом компиляции, творческой переработки. Как вы знаете, в некоторых российских изданиях была «Догма», то, что называлось. Даже на НТВ был, даже сейчас это трудно себе представить, но на НТВ, старом НТВ был прям такой очень красивый, прописанный битым словом кодекс профессиональный. Была чудесная, текстуально чудесная Московская хартия журналистов, свод профессиональных правил и в независимой газете, и потом в основном в газете «Сегодня», которая, мне кажется, была просто самая прекрасная, пока была, пока Гусинский ее не убил. В «Сегодня» было очень много споров, горячих таких прям методологических, то есть как мы должны освещать это, как это, допустимо ли, как рубрики, то есть мы не хотели, например, мы были не согласны с школой заголовков знаменитой «Коммерсанта», например, хотя мы сами над ними смеялись. И короче, у нас было такое отчетливое стилистическое противостояние. Вот если «Коммерсант» любил на первой полосе с каким-нибудь заголовком, таким разухабистым, поставить фотографию какого-нибудь политика, который ковыряется в носу, то мы, наоборот, старались как-то это делать по-другому, хотя тоже играли в свои игрушки. Это был тот редкий момент, когда журналисты симпатизировали власти, то есть это был какой-то такой альянс между властью и... Безусловно, и поэтому я как раз не так давно вынуждена была все это опять заново проходить, чтобы рассказывать студентам, потому что когда так много всего, не очень хорошо помнишь детали. И, конечно же, я столкнулась с этим известным нарративом, извините меня за модное слово, согласно которому российские журналисты сами себя убили, съели, закопали и в общем, уничтожили, потому что, согласно, повторюсь, этому нарративу, популярному, распространенному и довольно соблазнительному, потому что они в 1996 году играли на стороне кандидата Ельцина. С одной стороны, формально с этим нарративом трудно не согласиться, то есть играли. С другой стороны, в нем заложена существенная неточность, с моей точки зрения. Опять же, моя точка зрения, она же специфическая, я же изнутри на это смотрю. Но примерно вот с 91 по практически 96 год это было действительно редчайшее, мне кажется, в общем, наверное, уникальное, и, может быть, не только для России, хотя не поручусь, но для моей страны точно, совпадение субъектностей. Это власти были наши не потому, что
М, Не потому, что мы полностью их одобряли, не потому, что мы от них зависели. Мы, кстати, не так уж от них зависели. А потому что у нас совершенно совпадали ценностные установки, политические принципы, цели. И, в общем, чего греха таить, мы были из одной песочницы. И понятно, что мы строили замок из песка, как выяснилось. Ну, такое кое-что построили вполне себе. Но строили мы его вместе и начинали одновременно. Во всяком случае, для людей моего поколения. Это иногда, видимо, влекло за собой какие-то противоречия, да, потому что, ну, вы ведь не могли соглашаться со всем. Например, какая у вас была позиция по Чечне или 93-му году? Наверняка были в газете какие-то обсуждения того, что происходило. Безусловно, мы вообще в этом смысле, опять же, мне очень повезло. В 93-м мы уже начали к этому моменту делать газету «Сегодня». И мы, безусловно, обсуждали. Я не могу припомнить, чтобы у нас были противоречия, про которые мы не могли договориться. Ну, что значит противоречия? Кто-то видит это так, кто-то видит это иначе. У нас не было самоцензуры, и у нас точно не было цензуры. Другой вопрос, что там, мы решительно не одобряли, например, методов, которыми был разрешен этот конституционный кризис. Но при этом не то, чтобы мы видели приемлемые другие, но мы в любом случае обсуждали их. И мне кажется, что вообще, вот говоря за себя, а также за «Коммерсант», который я недавно перечитывала, абсолютно не стыдно ни за какие тексты, что, между прочим, дорогого стоит. То есть они были все-таки достаточно взвешенные. Они стилистически, повторюсь, мы пытались трогательно соблюдать некий не столько саркастичный, как у «Коммерсанта», но скорее с такой небольшой отстраненностью интеллектуально-ироничный стиль. Мы, безусловно, изо всех сил избегали каких бы то ни было пропагандистских клише и всяких там «банд у кого-нибудь под суд». И очень старались представлять картину мира настолько объемной, насколько возможно. Поэтому никаких внутренних противоречий не было. Тот факт, что мы очень тяжело переживали этот кризис, потому что это было чудовищно. И было, но мы пытались с разных сторон и под разными углами на него взглянуть. Я, кстати, недавно совершенно нашла вдруг газету, почему-то мама где-то откуда-то ее вынула, ровно прямо из этих дней с моей колонкой на первой полосе, которую я совершенно не помню, но, естественно, я не помню, мы все много писали, но она меня удивила ракурсом. Это был не первый день кризиса, а такой скорее уже когда уже все, кто были арестованы. И колонка была про то, что мы абсолютно шокированы тем, в частности, то есть помимо, собственно, кризиса, мы абсолютно шокированы следующим аспектом. Мы все-таки всегда жили в ощущении, что есть могучая такая государственная подавляющая машина, что есть какие-то милиционеры, внутренние войска, не знаю, водометы, бог его знает что, которые готовы всех инакомыслящих и плохо себя ведущих разметать. И всегда это держали в уме. Но, однако выяснилось, что в ситуации хаоса и грузовиков, разъезжающих по центру и не центру города, грузовиков, наполненных вооруженными людьми и стреляющих из этих грузовиков, оказывается, нет никакой вот этой государственной машины насилия, которая прилетает и ножами всех так рубит в капусту. Нет, все очень оппортунистично, случайно. Все в ручном управлении, нет никакого алгоритма. И что это как бы с одной стороны освободительное знание, а с другой стороны, конечно, немножко шокирующе, потому что ты понимаешь, насколько ты беззащитен. Я вот помню, что в результате я решил не ставить свою колонку о другом в это время, потому что я лично очень обиделась на Гайдара. О чем я ему, кстати, неоднократно с юношеской пылкостью потом сообщала. Потому что я просто сочла, что ничего более безответственного, чем его призыв из Моссовета мирным москвичам с чадами и домочадцами приходить на защиту демократии, нету. И мы с ним потом многократно зарубались на эту тему. Но я ее сама как бы решила, что хорошо, вот сейчас так плохо, я потом когда-нибудь про это напишу. А сейчас, в общем, наверное, не очень время.
То есть какая-то самоцензура у вас была? Нет-нет, это вот я не называю это самоцензурой, потому что я делала это не потому, что кто-то был бы недоволен, да, а потому что я подумала, что с моей стороны, вот прямо сейчас, написать такую колонку примерно так же безответственно, как со стороны Гайдара призывать мирных граждан приходить на защиту Моссовета. То есть командные отношения были? Нет, это было моё ну, и да, и нет. И да, и нет. Но, безусловно, это был тот короткий, как выяснилось, исторический период, как один миг пролетел, когда мы говорили «наша страна, наше правительство», а не «это правительство» и не «эта страна». Ну, страна же была не просто так разделена на 2 лагеря, да? Значительная часть населения ведь на самом деле была в бедственном положении Безусловно. во время этой шоковой терапии, да? Были там разгон парламента, который многие считали неконституционным и так далее. В прессе тогда была критика правительства? Я имею в виду именно в либеральной, проельцинской Да, прессе была конечно, какая-то критика правительства? была. Была критика Ельцина? Безусловно, была. Безусловно, была критика Ельцина и в либеральных СМИ, причем а, люди, которые сегодня говорят, что она была какая-то мягкая или недостаточно жесткая, я им просто предлагаю прильнуть к источникам, припасть и посмотреть. Сейчас, я думаю, двушечка была бы обеспечена за такого, такого уровня критику. Конечно, была в либеральных СМИ и в самой проельцинской демократической, ну, качественной прессе. И на телевидении, конечно же, была и никогда не пропадала критика Ельцина. И много было, что, мне кажется, даже более ценно, такой вполне себе, может быть, наивной, но развернутой аналитики. То есть люди обсуждали темы открыто и пытались представить самые разные позиции, давать слово, если не там условно не Хасбулатову, но то уж точно там, условно политологам, которые подвергали всяческому скепсису адекватность политики российских властей. А ощущалось какое-то давление со стороны власти? Мной никогда. Можно я вас Извините, попрошу, да-да-да, я сформулируйте, забыла, пожалуйста, да, полным что это, да. предложением? Я лично никогда не ощущала никакое давление власти, а, ни давления олигарха, владельца газеты, ну, до определенного момента, ни давления власти. Мне кажется, что когда я писала свои тексты, я особо ни в чем себе не отказывала, ни в иронии, ни в сатире иногда, ни в критике. Но мне трудно судить об этом, но, безусловно, я никогда не работала в подцензурных условиях. И работа в президентском пуле, я же успела поработать и с Путиным тоже немножко, но при Ельцине, работа в пуле, я понимаю, что все зависит от спина, да, как посмотреть. И разные могут быть интерпретации. Кто-то... Я вот хватаюсь за пистолет, когда мне вменяют стокгольмский синдром. Еще люди часто говорят о самоцензуре, причем даже мои коллеги, с которыми мы бок о бок работали, и я не замечала никаких мук. Я не признаю наличие самоцензуры, но я признаю, безусловно, хотя это, видимо, позор считается в пуристском мире журналистском, просто совпадение позиций. И, кстати, сегодняшняя ситуация в американских качественных медиа заставляет меня прямо плакать, потому что, во-первых, такое дежавю, во-вторых, теперь я стала лучше понимать западных коллег, которые в период медового месяца российских журналистов и российской власти нас критиковали, упрекали и предупреждали. И говорили, что так нельзя. Другой вопрос, что сейчас, например, американские медиа, хотя выборы уже президентские некоторое время как назад завершились, мы знаем как, являются собой абсолютный пример того, чем были, ну, естественно,
разные нюансы, чем были российские СМИ, например, в 91-м, 93-м, 96-м годах. А сейчас как раз в Америке, да, обсуждается позор именно вот либеральной журналистики, которая... А кем он обсуждается? Не очень-то либеральной журналистикой он обсуждается. Он обсуждается скорее теми, кто либо какими-то пуристами, которые живут в абстрактном мире, такой сферический конь в вакууме. Вот в мире такой total prudence, конечно, журналист – это нонкомбатант, и к этому надо стремиться изо всех сил, из последних, и даже когда сил уже нет. И, конечно, у журналиста нет и не может быть никакой политической позиции и прочее. Но журналистика с тех пор, как мы твердили эти волшебные принципы, мне кажется, она прям очень сильно изменилась. Ниша чисто информационной журналистики, она занята, понятно, кем и чем. То есть тем, чего не было, когда мы были журналистами. Я не вижу никакой возможности, хотя я перестала, в частности, от раздражения и ужаса читать газеты, например, «Нью-Йорк Таймс» или «Вашингтон Пост», потому что мне хочется кричать: постойте, вы же большие, вы же взрослые, мы же у вас учились, вы же учили нас не ковырять в носу. Что же вы такое делаете? Но при этом я I feel for them, я их понимаю отчасти. Ну, просто когда совпадение позиций настолько, что СМИ превращается в пиар-агентство президента или, наоборот, в пиар-агентство оппозиции, и тут уже не остановиться, да? Ну вот да, такие бывают драматические моменты в развитии, видимо, страны и политической прессы. А как, вот что, вот если серьезно, как вот давайте поговорим о сегодняшней американской в этом смысле прессе, потому что российская пресса уже не существует как предмета интересного такого, да? А вот что вот они должны делать, чтобы не превращаться, как вы выразились, в пиар-агентство? Ну, вот сейчас, например, пока обсуждалось 2 года это дело Мюллера, да, его еще никто не Да. читал, но вся американская пресса, я имею в виду либеральная пресса, уже давным-давно пишет: понятно, что в досье Мюллера обличены все преступления Трампа, и понятно, что когда это досье выйдет, то оно, естественно, приведет к импичменту, хотя никто еще ничего не читал. Ну, более того, они до сих пор, хотя уже все вроде прочли, что до сих пор не могут перестать говорить о досье Мюллера. Вот, ну, я хочу сказать, что по моим воспоминаниям мы так не делали. Мы с довольно звериной серьезностью относились к этим всем догмам и внутренним уставам Рейтерс и прочих, и очень старались в трудной ситуации, потому что мы искренне желали того же, чего желали действующие основные фигуры в правительстве. Мы очень старались наши внутренние убеждения как-то балансировать с нашими представлениями о профессиональных стандартах. Я не считаю, что вот, например, газета «Сегодня», которые и независимая газета, за как раз отчетный период с 91 по 96 год, я не считаю, что мы были пиар-агентством правительства или Ельцина. И сильно эта ситуация изменилась, когда началась война в Чечне. Ну, война в Чечне началась, как мы знаем, до 96 года, и война в Чечне, должна сказать, что вот опять же газета «Сегодня» и также подведомственная Гусинскому НТВ, мы просто занимали резко антивоенную позицию, и Министерство обороны держало нас во врагах, и было очень недовольно. И это тоже сложный вопрос про Чеченскую войну, ведь сейчас опять ретроспективно, люблю этот подход, все такие умные, все начинают рассказывать, там, не знаю, или Кох, например, начинает писать в своих воспоминаниях про то, как значит, эти поганцы, либеральные журналисты, финансируемые олигархами, они паскудили федеральные войска и российские власти, и все время якшались с чеченскими головорезами, а никаких зверств с обратной стороны не показывали. Это вот к вопросу о том, насколько взрослой была журналистика. Все же было в первый раз в этом смысле в стране. И, например,
Это же была первая война, которую россияне увидели по телевизору. Первая война, которая вошла в дом. И я не могу сказать, что были выработаны сразу и быстро какие-то достаточно четкие стандарты этические, профессиональные относительно того, как можно и как нельзя, и как нужно, и как следует показывать войну. Поэтому войны дома у всех было очень много, и вся она была кровавая, как любая война. И с этой точки зрения практически не имеет значения, с какой страны или в какой форме ты показываешь тела и трупы. Но был еще один нюанс. Абсолютно в первый раз и российские власти, и особенно военные российские столкнулись с военными действиями в режиме открытости. Ну, в режиме как бы свободы слова, информации, в режиме сосуществования с независимыми, неподчиненными им СМИ. Это же не газета «Красная звезда» или «Правда». И они оказались максимально к этому не готовы. То есть это чеченская война, в первую очередь, то есть она была проиграна как война и не подготовлена, но она еще была невероятно, просто сокрушительно проиграна как информационная операция самым позорным образом. И я должна заметить, что одно из простых объяснений, ну, помимо того, что все мы вообще-то воспитаны на песне «Вставай, проклятием заклеймённый», и все мы выросли в Советском Союзе, где «разбуди тебя ночью и скажи бабрак, ты скажешь кармаль», и все мы знали, что наша большая страна бесконечно помогает всем повстанцам всего мира, которые назывались не бандиты, а повстанцы. И поэтому никто не отменял того, что любой человек, который провозглашает борьбу за маленькую гордую независимость, он, естественно, повстанец. И чем, собственно, с формальной точки зрения, в этом смысле для либеральных СМИ должны были отличаться друг от друга принципиально страны Балтики, за которыми мы точно всегда стояли за отделение и готовы были голову сложить за Народный фронт Латвии или Эстонии, исторически, еще до Горбачева. И, например, чеченцев, которые лелеют свою Ичкерию. Ничем. Но это такое общее соображение. А было еще очень конкретное. Федералы, ну, то есть так, это на арго, как вы знаете, называется, представители Минобороны России и российские силовики и военные, они совершенно не понимали, что с журналистами надо сотрудничать не в плохом смысле, а в хорошем. В конце концов, на всякой линии фронта, на линию фронта можно попасть либо с одной стороны, либо с другой. Чеченцы невероятно охотно и очень грамотно, удивительно, кстати, грамотно, обеспечивали безопасный доступ к фронту со своей стороны. А в Министерстве обороны говорили: сейчас, сейчас мы все бросили и вас, придурков, туда. Да-да. Естественно, никто не отменял того, что человек – это человек. Я не хочу называть имени моего коллеги, но при том, что в нашей газете, в газете «Сегодня» в этот момент, была жесточайшая антивоенная и прочеченская, в сущности, не в политическом смысле, а в чисто освещении операции прочеченская позиция. Тем не менее, мой коллега из моей газеты очень долго пытался, но как-то все не получалось. Он хотел сам посмотреть своими глазами. Не получалось, а каналы были попадания в Чечню только через чеченцев, я повторяюсь. Но он никак не мог туда пробраться, потому что срывался, в общем, что-то срывалось, извините. И в результате совершенно нечаянно он попал на ВДВшный борт, что была большая редкость. Никто из журналистов, кроме штатных сотрудников Минобороны, туда ВДВшным бортом не попадал. И он попал туда впервые для нас с федеральной стороны. Буквально на третий день пребывания мы там не подверглись обстрелу чеченцев, и прямо рядом стоящих солдат, офицеров, не знаю кого, рядом с ним стоявшие солдаты и офицеры были убиты. И поверьте мне, этот человек навсегда, абсолютно навсегда принял совершенно иную сторону этого конфликта, что объяснимо и понятно.
и довольно ожесточенно ее продвигал. А вот именно в момент чеченской кампании было давление со стороны властей? Что-то изменилось? Я даже не знаю, как это объяснить. Было недовольство. Были звонки с воплями каких-нибудь генералов. Но не было давления. То есть или кто-то нас от него пограждал, там, не знаю, или просто было не до того. Или не было на самом деле в этот момент, пока еще не было рычагов давления на владельцев или СМИ. То есть это было какое-то межеумочное состояние, когда... Вот я не помню, чтобы там, условно, Гусинский или Зверев позвонили в газету сегодня и сказали: так, это все вот сейчас снимаем, потому что вы спятили, убрать. Нет. Ну, это мог бы быть и Ельцин, да, который все-таки, у него военная кампания, он проигрывает информационную войну, и пресса настраивает общество против него, то есть он теряет свои позиции. Почему со стороны Кремля в этот момент не было давления? Но это вопрос не совсем ко мне, хотя у меня есть на эту точку зрения. Удивительным образом, это сейчас прозвучит, наверное, непозволительно романтически, даже наивно. Я вот все, что я знаю про Ельцина и все, что я наблюдала непосредственно, по-прежнему говорит мне о том, что он прям, вот, извините, опять же, за это слово, он прям верил в то, что цензуры быть не должно, и СМИ должны быть свободными. Он мог, разъярившись, уволить какого-нибудь или, ну, опять же, не уволить, но как-то сместить телевизионного начальника, какого-нибудь такого облачного большого бюрократа. Ну, вот Попцов, например, считает, что, и опять же, возможно, он прав, что как-то много накопилось со всех сторон в телевизоре критики жесточайшей властей в Чечне, и поэтому его уволили. Но такой вот не было такой буквы: давайте мы закроем эту передачу, да, давайте мы. А были реально силы закрыть что-то, если бы у Ельцина, условно говоря, была бы другая позиция? Или просто уже само общество было в таком состоянии, что ничего и никого закрыть было невозможно? Да, я думаю, ну, не знаю, это сложный вопрос. Тут сложный вопрос, были ли у Ельцина силы закрыть какое-нибудь важное СМИ, если бы он этого пожелал. А, Не знаю, ведь все-таки не случайная история не знает сослагательного наклонения. А, В 93-96 году, ну, не уверена. Видите, он даже когда в 93-м году, когда Ельцин закрыл несколько коммунистических газет, либеральная пресса, в частности, за них вступилась, и все советники, он же их потом обратно открыл. Не знаю, вызвало бы это народные волнения, не уверена. А потом, в конце концов, к этому моменту, к 96-му году, уж точно были разобраны все газеты, журналы и телевизионные каналы практически. И можно было, наверное, поддавить на владельцев. Но опять же, тут мы пускаемся в какую-то область вот этой полуконспирологической всякой Ну, просто мы говорим, политологии. что... А вот владельцы, например, некоторые считали, согласно сформировавшемуся мнению, что на самом деле это они управляют Ельциным. И он никогда не будет на них давить, потому что они финансируют его предвыборную кампанию. Ну, вы сейчас говорите, что волк не съел ягненка, потому что он верил в права ягненка. Это звучит противоестественно. Просто, может быть, уже сама ситуация была в обществе, не позволяющая вот этого. Не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос, но я точно знаю, что среди всех волков Ельцин был довольно специальный такой волк, очень особенный. Такой, ну, такой Акела, да. А откуда у первого секретаря Свердловского обкома могла быть вот такая вера в свободу прессы? Ну, это точно не ко мне вопрос. Про это, кстати, написано много книжек, как Ельцином, так, так и практически только ленивый не написал про эту книгу.
Я не знаю, я думаю, как всегда, какое-то сочетание факторов. Какая-то попавшая в нужное место важная книжка, не знаю, какой-нибудь светший с ума овод, а, м, любящие родители, а, не знаю, nature, nurture. Но он было понятно еще в его свердловские времена, что он человек независимый, неординарный. А, Знаете, я часто слышу ответ, что поскольку народ вынес Ельцина во власть, я имею в виду вот после того, как Горбачев его сместил, свободная пресса и народ вернули его на свое место, вернули в политику, то Ельцин с этого момента понял, что народ и пресса — это его союзники. Ну, тоже хорошая гипотеза. Ну, и, безусловно, к этому моменту вокруг него достаточно было людей из принципиально иного мира, которые, ну, тоже дули ему в уши, что пресса, пресса, как бы это хорошо. Потому что, мне кажется, как только появилась эта самая несоветская пресса, настолько очевидно было лучше, даже когда плохо. Все-таки, ну, очень много лет в мертвечине люди жили. И, не знаю, мне кажется, опять же, ну что, с другой стороны, ну хочешь понять что-нибудь про мужчину, посмотри на его жену. Вот Наина Иосифовна, например, она же такое воплощенное достоинство. Например, ужасно много достоинства. Просто достоинства человеческого. Ну, откуда она такая взялась? А как вот мы теперь узнаем? Расспрашивать ее, откуда вы такая Наина Иосифовна взялись? Ну, все откуда-то берутся. Давайте поговорим про 96-й год тогда. Практически все журналисты и весь бизнес поддерживали в этот момент Ельцина. Насколько это было по зову сердца, или это был альянс, основанный на каких-то обещаниях со стороны правительства в случае победы? Опять же, я могу говорить только за себя и за хорошо известный мне коллектив, а также, ну, там, за друзей. Абсолютно по зову сердца. Не было страшнее жупела. Да, извините. А, Там серьезная массированная поддержка Ельцина, которую оказывали ему либеральные журналисты в 96 году, была, оговорюсь, я говорю только о тех людях, которых я знаю, была оказана ему абсолютно по зову сердца. Наверняка были случаи, когда зов сердца журналистов совпадал с зовом сердца их главных редакторов, или даже зов сердца главных редакторов совпадал с зовом сердца владельцев средств массовой информации. Но смею заверить вас, даже тот факт, что журналисты делали это по зову сердца и одновременно получали за это зарплату, не отменяет того, что это был зов сердца, потому что более страшные страшилки и пугалки через 5 лет после, всего лишь 5 лет после падения Советского Союза, чем реставрация Советского Союза или, что скорее всего, просто какие-то кровавые обломки, пена и руины, ни для одного человека, который смотрел в будущее, просто не было. А бизнес? Бизнес – это уж точно не моя епархия. Опять же, про бизнес принято считать, что… Даже не принято считать, как бы понятно, что бизнес поставил на Ельцина, а не на Зюганова. Но было бы странно, если бы бизнес, который появился благодаря Горбачеву и начал развиваться благодаря тому, что Горбачева сменил Ельцин, было бы странно, если бы вдруг бизнес поставил на кандидата-коммуниста, который продолжал всякие речи о недопустимости частной собственности, ну и прочее коммунистическое далеко. Естественно, бизнес, едва-едва стоящий на тонких шатучих ножках или только встающий на них,
И даже тот бизнес, который уже стоял на толстых ножках, потому что он вырос из, не знаю, больших комсомольских денег или из цеховых теневых корпораций, бизнес, естественно, всегда голосует против коммунистов. Поскольку никакого более вменяемого выбора не было, то есть вот либо Зюганов, либо Ельцин, понятно, что все силы свой бизнес бросил на поддержку Ельцина. Хотя были ведь исключения, были вот всякие красные директора, и так что не весь. Но это скорее были такие вчерашки, то есть люди, которые хотели вернуться обратно и забыть все происходившее за последние 5 лет как страшный сон, они вот могли поддерживать. А не получилось так, что в результате вот этой массовой поддержки Ельцин оказался в какой-то мере заложником? Ну, мы почему про бизнес говорим? Потому что мы в основном говорим про бизнес, который владел СМИ, то есть и Гусинский, и Березовский, все они были... Ну, естественно, да. Не получилось так, что Ельцин оказался заложником и потом, условно, там, по понятиям, по договоренностям остался им что-то должен? Ну, это зависит от точки зрения. Это зависит от этот вопрос. Если вы спрашиваете меня как журналиста, то у меня нет простого односложного ответа на вопрос, не стал ли Ельцин заложником. И вообще, как я понимаю, политика – это искусство возможного, и это всегда история про какие-то компромиссы, торг, или, как любил шутить Александр Волошин, подкуп, шантаж, угроза убийством. Это, да, любимый наш мем. Я уверена, что мы с вами знакомы с теми, кто еще не оставил эту грешную землю олигархами, которые с тех пор уверены, да, что Ельцин был им обязан и должен. В то же время мы видим, что силы этой убежденности у разных олигархов, включая тех, кто владел СМИ, довольно разные. То есть это зависит от темперамента, от, не знаю, что, аналитических способностей или от политических умений, от хитрости. Думал ли Ельцин, что он заложник? Вот что-то мне подсказывает, что нет, он так не думал, и даже если он когда-нибудь вдруг оказывался в ситуации хотя не знаю, но объективного как бы немного заложничества, я думаю, что мало что могло его привести в такую ярость, как вот именно это. А давайте поговорим непосредственно про предвыборную кампанию. Предвыборная кампания, да, только ленивый уже из молодежи, которым не довелось жить в те славные годы взрослыми, не пнул нас за предвыборную кампанию. Безусловно, в моей газете, безусловно, предоставлялось слово коммунистам. Другой вопрос, что не очень аппетитный у них был лидер, трагически нетелегеничный. И, в общем, довольно монотонная у них была кампания сама. Разумеется, вот я, например, с еще напарниками отвечала за полное покрытие информационной кампании Ельцина. Разумеется, в газете, в отделе политики были люди, которые точно так же отвечали за полное покрытие кампании Зюганова, а также Лебедя. Лебедь, вот, кстати, вот этот Шрек российской политики, он очень пользовался у нас высоким спросом и популярностью, потому что Зюганов действительно, он очень монотонно, так ду-ду-ду-ду-ду-ду, в общем, и вот то же, что и сейчас, и то же, что и 10 лет назад, и 20 лет назад. И, такая нерадостная была повестка, и кампания тоже такая неживая. А Лебедь просто же был красавый, и у нас был человек, который, безусловно, следил и за предвыборной кампанией Лебедя. А Ельцин-то была роскошная, в своем роде уникальная, единственная, неповторимая предвыборная кампания. Во-первых, это голосуй пока. Голосуй, а то проиграешь. Выбирай сердцем. Сколько было вложено
творчества и денег в это. А этот непрерывный концерт в поддержку Ельцина, просто год, по-моему, был чёс от Владивостока до Калининграда. Не было такой поп-звезды, которая не отметилась этим чёсом. А эти чудные ролики телевизионные, а даже компания послужила стимулом к развитию такого уже серьезного видеотворчества, потому что считается, что косвенным образом там реклама, знаменитая реклама Банка Империал, российская история Банка Империал, и господи, я уже даже забыла, как это называлось еще до Империала. Русский проект. Все это на самом деле порождение вдумчивых и творчески адекватных инвестиций в российскую видеоиндустрию. Потом компания эта была действительно шикарная, потому что были наняты американские всякие разные специалисты, которые работали и с Бушем, и с Клинтоном. Поскольку такого никогда не было, это еще было дико интересно, потому что это тоже челлендж, и никто к этому не привык. И все это было в новинку, и уровень динамичности Ельцина, который, как мы знаем, был решительно нездоров в то время, и до того, и во время, и после, он просто поражал. Потому что я была молодая лошадь, не обремененная семьей и обожавшая свою работу. Честно говоря, мы падали с ног иногда. И никто из нас не понимал, как он умудряется с такой интенсивностью передвигаться и как-то еще вот вполне. И он, кстати, и не всегда у него получалось быть адекватным, а не всегда получалось. Люди-то смешные, они же из прежнего мира. Ужасно была смешная такая сторона компании, потому что все старались в местах, куда приезжал Ельцин в рамках своего тура, все старались как умели. Я имею в виду местные власти, всякого райончика и прочее. И не все умели, а некоторым лучше было это запретить. То есть с таким старосоветским брежневским рвением, значит, с покраской травы, с организацией какого-нибудь стоящего в кустах рояля. Я помню, что в какой-то момент где-то, я даже уже не помню, где это, где-то, по-моему, на Белгородчине была серия таких, ну вот узнаваемый почерк местной администрации, какой-то такой ужас готовили для встречи с Ельциным. Я помню, что однажды мы часов 5 ждали, что нормально, это как раз не жалоба. Я считаю, что журналист, который жалуется на то, что он ждет, просто смешит меня. Вот. Но мы ждали где-то, но все это время буквально в кустах ужасно было жарко, прям такой зной, марево. Но прям буквально в кустах стояли 3 пары молодоженов, которых Ельцин кандидат в президенты должен был нечаянно встретить и как-то благословить их брак. И там у них уже просто было все серьезно, им было нехорошо. Такие они при полном параде, распаренные женихи в этих черных костюмах, галстуках. И местные чиновники, которые бегали, говорят: ну, потерпите еще. Нет-нет, мы никуда не уходим. Нет-нет, не надо снимать фото. Нет-нет, полная готовность. 5-минутная готовность. А проходит час. 5-минутная готовность. И мы про это писали, совершенно не стесняясь, про то, какие бывают глупости вокруг. А вот сейчас часто говорят, что российская пресса себя потеряла именно после этой кампании, потому что тогда заняла позицию, выступила как пиар-агентство, и дальше началось вот это Мочилово на протяжении всего второго срока, и потом получилось то, что мы сейчас имеем. Да. Опять же, я не думаю, что российская пресса себя потеряла, потому что поведение российской прессы было добросовестным. Бессмысленно отрицать, что пресса, которая все-таки состоит из граждан, оказалась в силу исторических причин в ситуации, когда надо было, вот каждый работник прессы должен был выбирать между гражданской позицией и строго понимаемой профессиональной. В этой ситуации подавляющее большинство журналистов выбрали гражданскую позицию,
пытаясь при этом своим выбором нанести минимальный ущерб профессиональный. Очевидно, со стороны лучше видно, удалось минимизировать ущерб или нет, или ущерб был настолько чудовищным, что стыдно и кровь из глаз читать и смотреть. Ну, мы старались, да, такая эпитафия, они старались. Я думаю, что потеря на самом деле произошла несколько позже, скажем так, в 97 году. Не побоюсь упомянуть этот мем неприятный в истории с коробкой из-под ксерокса. Потому что Ксерокс тот — это пин... 96-й год. Пардон, извиняюсь, так, что я такое говорю? В 96-м году, я думаю, что потеря произошла в 96-м году не в ходе освещения предвыборной кампании Ельцина, а в истории с коробкой из-под ксерокса, которая, как мы знаем, была не коробкой из-под ксерокса, а коробка из-под бумаги формата А4, которую клали в ксерокс, ну да ладно. Ну, то есть это вот не такая была коробка, а вот такая была. Это просто была бумага фирмы Xerox. Ну, видимо, да. Но теперь вот молодые люди иногда спрашивают, целая коробка из-под ксерокса денег. И я лично вижу, собственно, первый гвоздь в гроб российских СМИ, мне кажется, был забит коллегой Евгением Киселевым, но, правда, не добровольно. В тот вечер, когда он вышел с экстренным выпуском программы, по-моему, «Герой дня», если я не ошибаюсь, могу ошибаться, либо «Герой дня», либо «Экстренные итоги», но, в общем, это был экстренный, почти ночной выпуск программы Киселева, в котором он сообщил, волнуясь и с изменившимся лицом и голосом, что прямо сейчас совершается попытка государственного переворота. Силовики пытаются взять власть, темные силы хотят отобрать у нас демократию. И в отличие от ситуации с освещением собственных выборов, где все наши симпатии и все наши чаяния были связаны с Ельциным, и нас лично, и нас как редколлегий, вот это был такой момент ради хорошего дела, но, тем не менее, хладнокровно исполненной манипуляции. Мне лично пересматривать это больно. Я как раз недавно готовила лекцию на эту тему. Прямо чуть не заболела от расстройства. К тому же, как мы знаем, уже существенно позже была выложена в YouTube прослушка разговоров телефонных, которые велись в этот вечер в доме приемов Луговаз. Для меня это очень сложная и эмоционально тяжелая история, потому что я, безусловно, понимаю и Чубайса, и Березовского, и Гусинского, и Татьяну Борисовну, и вот всех, кто был задействован, и даже Киселева понимаю. И одновременно я вижу, что так было нельзя. Не в том смысле, что надо было отдать, казнить, не знаю, Евстафьева или Лисовского, но я вижу тут некоторую поворотную точку. Ну, этот один маленький гвоздик обойный можно не считать, потому что в 98 году в результате, в 97 году началась история со Связинвестом, когда бизнесмены, которые считали, что теперь все будет по понятиям, как мы договорились, и бизнесмены, которые считали как-то иначе по тем или иным причинам. Не потому, что они хотели главенства права, например, а потому что по понятиям им мало доставалось. Или потому, что они вообще хотели переделать все понятия. Тут масса вариантов. Когда началась история с Первой информационной войной, когда Гусинский и Березовский стали использовать средства массовой информации просто как какую-то ржавую кочергу или базуку, вот тут, собственно, все и кончилось. А все остальное было в сущности последствием.
То есть Так вы что считаете, что то, во что сейчас превратилась пресса, связано с тем, что происходило в последние 2 года? Ну, дело в том, что мне кажется, то, что случилось тогда вокруг «Связи Инвеста», оно серьезно, между прочим, отразилось на судьбе непосредственных участников. Я уж молчу о журналистах, бог с ними, это расходный материал. Но, собственно, тех самых олигархов, оно существенно повлияло на экономику и политику страны и вообще на вектор ее развития. А то, что мы сейчас называем российской прессой, ну, это какой-то такой ну, я не знаю, мне неинтересно про это говорить, потому что просто неинтересно, если честно. И разгон НТВ окончательный, так называемый разгон, или НТВ-то по-прежнему существует, но разгон старого НТВ, мне кажется, это было уже такое запоздалое, то есть это как-то непонятно, это было такое фантомное НТВ, которое существовало тогда, когда уже, в общем-то, и не должно было быть. Ну, я, например, свой курс новейшей истории развития российских СМИ заканчиваю 2001 годом. Я только что пересмотрел вот это видео Доренко, где он рассказывает про дел писателей. Да, трясет такой вот тонюсенькой стопочкой из нескольких листочков, как бы иллюстрируя вот эту неопубликованную книжку, да, для которой вот 3 странички всего было написано за сотни тысяч долларов. Вы не поверите, я вчера смотрела на это как раз перед лекцией. У меня вчера была лекция, и я вчера прям это рассматривала и вставляла этот код ютубовский, чтобы дети тоже посмотрели. Давайте остановимся на секунду. Ну вот, например, в 1994 году, уже после всяких чудовищных событий, которые, как ни странно, нас не рассорили, а сплотили, в частности, была принята так называемая декларация от Хартии московских журналистов. Хартия московских журналистов – это такая под крылом Марии Слоним, тогда работавшей на BBC, клубная, я сказала бы, организация. Она родилась из неформального клуба любителей съезда, то есть из парламентских корреспондентов, к числу которых я не относилась, которые понимали, что, во-первых, с работы все равно никто не уходил, и мы любили, и там мы и жили на работе. А у Маши была квартира прямо около здания Думы старого, небольшая. И из Думы все, соответственно, перетекали к Маше выпить кофе или не кофе, покурить, поговорить, обсудить важные новости. И также туда стали приходить ньюсмейкеры, с которыми мы, вопреки заветам абстрактного старого пуриста, с некоторыми из них мы были дружны, потому что мы всегда были дружны. Ну, в смысле, еще до того, как они стали ньюсмейкерами, а мы стали освещающими их деятельность журналистами. А также тогда не было такой дистанции, вот просто на физическом уровне. Мир был гораздо в этом смысле меньше, и все было на новенького, и были городские телефоны, по которым можно было звонить министрам, и они снимали трубку, или в худшем случае секретарь, который спрашивал, кто спрашивает, а потом подключал или нет. И доступность и ньюсмейкеров, и журналистов была чрезвычайно высокой, и это считалось нормой. Это была такая только появившаяся, свежая и очень всем интересная норма, включая и ньюсмейкеров. Потому что, как мы знаем, вот это загадочное политбюро ЦК КПСС не только, то есть жил в какой-то изоляции, да, а тут мы все ходили, топтали одни коридоры, ходили по одной земле и ели одну и ту же еду, салат из кукумарии. И общение, в принципе, общение не такое, не утилитарное и, может быть, даже не утилизуемое, оно было ценностью не только для журналистов, но и для объектов их интереса. Да, это был очень короткий период такого вполне себе заинтересованного, равноправного диалога. И не обязательно всякий контакт означал, что сейчас кто-то хочет кого-то использовать. То есть журналист сейчас хочет что-то вырвать из ньюсмейкера, чего он не хочет говорить, а ньюсмейкер хочет что-то такое слить журналисту под видом сокровенного знания.
То есть помимо этого были еще и неформальные отношения. Многие, кстати, коллеги, не многие, но некоторые коллеги считают, что это пагубно и что нельзя иметь никаких неформальных отношений. Вообще лучше всего политическому журналисту, не знать политиков в лицо. Но это тоже совершенно утопично, потому что редактору можно не знать никого в лицо и не отличать Ельцина от Хасбулатова. А вот человеку, который работает в поле, то есть который добывает информацию, ему, понятно, вменяется работа с источниками. Работа с источниками – это такая странная работа, которая заключается в том, что ты пытаешься жить максимально рядом и установить добросовестно доверительные отношения взаимовыгодного сотрудничества. Потому что, конечно, ты можешь воровать документы, и, конечно, мы это делали, но каждый удачно украденный документ означает отмирание этого источника. Это бывает, это нормально. Но, как вы знаете, отношения с источниками – это, в общем, отношения скорее партнерские. В хорошем, не циничном смысле этого слова. Не как Леня Голубков с МММ. Ну и, в общем, этот клуб любителей съезда в 1994 году мы решили его как-то, то есть Маша решила, его основные члены решили как-то его официально оформить, и он стал называться Московская хартия журналистов, и был принят после жарких и чудесных, мирных, творческих, не боюсь этого слова, упоительных обсуждений и сличений разных чужих кодексов и догм, которые люди принесли отовсюду. Маша принесла с BBC, Пархоменко принес из АФП, и все нанесли в клювике разных уставов, разных уважаемых нами и сверхценимых нами новостных организаций, которые нам казались самыми кошерными. И была скомпилирована, и не только скомпилирована, но и дописана, и на основе их создана хартия. Вот она подписана, вернее, декларация Московской хартии журналистов 4 февраля 1994 года. Я сейчас пропущу вступление. Вот принципы, которые провозглашает эта декларация. Журналист распространяет, комментирует и критикует только ту информацию, в достоверности которой он убежден, и источник которой ему хорошо известен. Он прилагает все силы к тому, чтобы избежать нанесения ущерба кому-либо ее неполнотой или неточностью, намеренным сокрытием общественно значимой истинной информации или распространением заведомо ложных сведений. Пункт 2. Журналист сохраняет профессиональную тайну в отношении источника информации, полученной конфиденциальным путем. Никто не вправе принудить его к раскрытию этого источника. Журналист отвечает собственным именем и репутацией за достоверность всякого сообщения и справедливость всякого суждения, распространенного за его подписью, под его псевдонимом, либо анонимно, но с его ведома и согласия. Никто не вправе запретить ему снять свою подпись под сообщением или суждением, которое хотя бы частично искажено помимо его воли. Журналист полностью осознает опасность ограничений, преследований и насилия, которые могут быть спровоцированы его деятельностью. Выполняя свои профессиональные обязанности, он противодействует экстремизму и ограничению гражданских прав по любым признакам, включая признаки пола, расы, языка, религии, политических или иных взглядов, равно как социального или национального происхождения. Журналист сознает, что его профессиональная деятельность прекращается в тот момент, когда он берет в руки оружие. Журналист полагает свой профессиональный статус несовместимым с занятием должности в органах государственного управления, законодательной или судебной власти, а также политических партиях и других организациях политической направленности. Журналист рассматривает как тяжкие профессиональные преступления, злонамеренное искажение фактов, клевету, получение при любых обстоятельствах платы за распространение ложной или сокрытие истинной информации, а также плагиат, используя каким-либо образом работу своего коллеги, он ссылается на имя автора. Журналист считает недостойным использовать свою репутацию, свой авторитет, а также свои профессиональные права и возможности для распространения информации рекламного или иного коммерческого характера, если о таком характере не свидетельствует явно и однозначно сама форма этого сообщения. Журналист не принимает платы за свой труд от источников информации и лиц организаций, заинтересованных в обнародовании либо сокрытии его сообщения. Журналист уважает и отстаивает профессиональные права своих коллег, соблюдает законы честной конкуренции, добивается максимальной информационной открытости государственных структур.
Журналист избегает ситуации, когда он мог бы нанести ущерб личным или профессиональным интересам своего коллеги, соглашаясь выполнять его обязанности на условиях заведомо менее благоприятных в социальном, материальном или моральном плане. Журналист отказывается от задания, если его выполнение связано с нарушением одного из упомянутых выше принципов. И, наконец, журналист пользуется и отстаивает свое право пользоваться всеми предусмотренными гражданским и уголовным законодательством гарантиями защиты в судебном и ином порядке от насилия или угрозы насилием, оскорбления, морального ущерба, дефамации. Плохая разве хартия? В смысле декларации? Прекрасная. Какие-то трогательные, анахроничные отголоски. Вот пункт, например, он же такой довольно изощренный, да, про такой отказ от штрейхбрехерства фактически. Это пункт, который гласит, что если тебе предложат делать то же самое за меньшую зарплату, не делай этого. Или на каких-то других условиях. В общем, много трогательного было. Про хартию закрыли, да? Давайте теперь немного про... Так, теперь я эксперт. Отдать телефон или оставить? А он выключен? Он не выключен. Вы были в Пуле. И, видимо, сопровождали Ельцина, я имею в виду именно иностранные поездки. Расскажите, как все это было, именно про международные поездки, как они готовились и как все это происходило. Да, я сопровождала Ельцина и в международные поездки, а не только в поездки по стране, не только в рамках предвыборной кампании. На международные поездки готовились, как они готовились, серьезно. Это вообще было время тоже большой внешней политики, сегодня подвергаемой многими критике с разных сторон. Ну как, они готовились, мне кажется, прям важнейшую роль в их подготовке играл соответствующий отдел администрации президента, который работал вместе с МИДом, в частности, Сергей Приходько. Отдел был большой, работал серьезно. Любые речи Ельцина, которые предназначались для больших внешнеполитических событий, они с особым тщанием и пристрастием не столько писались спичрайтерами, сколько создавались сотрудниками международного внешнеполитического отдела администрации президента и МИДа. Хотя, по сути, чем они отличались? Поездки бывали разные. Я могу сказать вот от себя лично. Я видела по разной степени драматичности поездки Бориса Николаевича зарубежные. В основном я сейчас, чтобы не намекать на что-то, у меня много воспоминаний о том, как я лично переживала абсолютно недозволенные журналисту чувства в тех поездках, где, например, Ельцин плохо себя чувствовал. И поверьте, когда я говорю «плохо себя чувствовал», я имею в виду здоровье, а никаким не спекуляцией о том, что он пил и что он ел. На сегодняшний день, слава богу, известно, каково было его состояние здоровья. И вот когда это происходило на миру, это, что я называю этим? Когда ты видел, что ему тяжело, что он сейчас не читает речь или даже не смотрит в промптер, который уже появился, а что он импровизирует, и на самом деле не очень удачно. И ты понимал, что это просто у человека там джетлаг, и вообще он пожилой, и, возможно, у него сейчас будет сердечный приступ. Для меня вот лично, просто как для матери и женщины, это было серьезным эмоциональным испытанием, потому что, кстати, очень забавно, какая-то такая очень архаичная штука, то есть как будто свой, а тут среди чужих, прямо на миру. И вот что-то ему нехорошо. И вообще не хочется его ни критиковать, ничего, а хочется как-то так сделать, чтобы он был в домике. Но это моя личная девичья. Надо мной, кстати, очень смеялись всегда мужские коллеги, хотя
Строго говоря, когда Ельцин оказывался не на высоте своей физической формы, как раз в зарубежных поездках, не то чтобы это часто происходило, но и зарубежных поездок было гораздо меньше, чем внутренних. И это вот почему-то мучительно, и хотелось его всячески закрыть, прикрыть, оградить и вообще разгрузить. А, а так-то он производил... Ну, черт, вот сейчас в голову все лезет, как все неудачно, какие-нибудь 38 снайперов. А, а, Вы в Шенноне не были? Нет, в Шенноне я как раз не была. А расскажите, пожалуйста, что такое вообще президентский пул? Потому что я уверен, что многие считают, что это просто пресс-служба президента. И насколько пул в те времена, ну, какой у вас был доступ, брифовали ли вас и говорили ли вам, что писать, насколько вы обслуживали Кремль как пиар-служба? В те времена нам совершенно... Я хотела бы посмотреть на того человека, который бы сказал нам, что писать. Нет. Собственно, пул – это совершенно никакая не пресс-служба. И теоретически пресс-служба обслуживает пул. Пул – это просто те корреспонденты любых СМИ, печатных или электронных, которые редакции СМИ направили работать с предметом президента, с объектом президента. Естественно, поскольку Кремль место достаточно закрытое, как и Белый дом, требуются аккредитации, доступы и прочее. А при моей работе в пуле никто не говорил нам, что писать. Безусловно, никто и никогда. Нас брифовали, были открытые брифинги разной степени нужности, важности и осмысленности. Они в основном были важны для агентств информационных, поскольку это, понятно. Ну и иногда для телевизионщиков, которым нужна была картинка, для пишущих. Открытые брифинги наших любимых пресс-секретарей были не так важны, но, тем не менее, мы их исправно всегда, конечно же, посещали, потому что иногда бывали случаи, когда реальную новость сообщают на открытом брифинге. Но вообще проблема доступа и информированности, она всегда зависела от твоей конкретной работы. Потому что, как это было устроено в те нежные, частично все же еще нежные времена. Я прихожу на брифинг Истержемского, на котором, например, он сообщает нам, что Борис Ельцин подписал закон о семенах. О семенах? Например. Там же много вот этой бумажной деятельности, что самочувствие нормальное, рукопожатие крепкое, работа с документами идет, планы поездок остаются в силе. Всем спасибо за внимание. Есть у вас вопросы? Какие тут могут быть вопросы? Тем более, что мы видимся чуть ли не каждый день. Всем спасибо, всем до свидания. Может быть, агентство ТАСС задаст вопрос, можно уточнить, как с семенами дела обстоят? И очень ли крепкое рукопожатие? Дальше брифинг заканчивается, а дальше происходит тайная жизнь кремлевских корреспондентов. Кто-то потихонечку идет как бы в туалет попудрить нос, а потом исчезает в кабинетах, в которых уже должны быть к этому моменту люди, которым ты можешь зайти в кабинет. То есть ты дружишь с секретарями, ты налаживаешь каналы связи. И ты шляешься по кабинетам, задаешь вопросы, получаешь ответы, например, off the record, иногда on the record, чаще off the record. То есть это такая бэкграундная работа. И ты пытаешься понять, что происходит. С семенами ли, с рукопожатием ли, с важными ли темами. А вы знаете, человеку извне представляется, что раз вас впустили в этот пул, раз вам сделали такой доступ, то вы, соответственно, должны за это каким-то определенным образом представлять информацию, иначе вас просто оттуда выгонят и в вашей газете скажут: дайте нам другого журналиста. Тогда это так не работало. Кстати, я не помню, правда, про этот период, потому что он такое ощущение, что все такой один большой
Не в смысле скучности, но это такой один большой день рабочий. Я многого не помню. Может быть, кого-то из... Ну нет, вот при «Жизни газеты сегодня» нет. Я не помню, чтобы кого-то персонально удаляли из пула, потому что, вообще-то говоря, повторюсь, времена были нежные, романтические, и даже в этой самой декларации Хартии московских журналистов уже содержится некий намек на то, что вот если ты главный редактор, и тебя попросили убрать Маню, а заменить Маню Таней, ты вообще-то... Это твое дело, кого ты посылаешь, в какой пул, Маню или Таню. Нет, как-то вот было... Ну, мне кажется, опять же, может быть, у меня дико какой-то, может быть, у меня забывчивость, может быть, у меня страшно идеалистический взгляд. Наверняка кто-нибудь какую-нибудь кровавую историю расскажет. Вот позвонить и орать, ну, в основном, ну, там, и редактору, и мне могли. Орать, вот прям орать и скандалить. По поводу чего? Ну, по поводу того, что ты написал. Взял и что-то написал, что с точки зрения этих людей ты писать был не должен, или не так, или не та интонация, или вообще это тайна, ты что, не знал? Нет, для меня это не тайна, я не вижу тут ничего такого. Ну, как это происходило? Правда, это было рабочее взаимодействие. Вот звонить, орать, топать ногами, кричать. Да чтоб вообще не пустим. Но после этого на следующий день ты приходил на брифинг, делал лицо доброе, кроткое. А как Бориса Николаевича воспринимали на Западе в это время? Вы как-то наблюдали это в поездках? Ой, ну мне кажется, его воспринимали как-то... Во-первых, про него ничего не понимали, равно как... Это, видимо, такая специфика. Его воспринимали... Во-первых, он был очень экзотический, конечно. Он все-таки был один из последних из породы вот этих больших людей. Он крупно двигался, он совершенно нестандартно жестикулировал. Он чрезвычайно неординарно выглядел. Мне кажется, его воспринимали все как-то со смешанными чувствами. Ну, во всяком случае, встречаясь с ним впервые, ну, как бы даже со смесью настороженности, любопытства, интереса, ну и как значительного, мне кажется, невзирая на некоторые широко известные какие-то ляпы и ошибки. Как-то они не наносили ему непоправимого ущерба. А как вообще к России в то время относились на Западе? Я имею в виду в первые годы после развала Советского Союза. Хороший вопрос. Исчезла вот эта империя зла, и вдруг что-то новое вместо нее образовалось. Был к этому интерес какой-то? Это было какое-то облегчение? Я часто думаю о том, как к России относились на Западе, в частности, потому что мой муж американец, и тоже занимался много лет Россией со своей экономической стороны. Нет, конечно, к России относились с эйфорией и восторгом, скорее в самом начале, да, в Горбачевском периоде. И дальше на волне этой эйфории и существенного недостатка понимания и глубокой недостаточности, собственно, того самого нового мышления о необходимости, которого говорил Горбачев, очень быстро Россию перестали понимать, очень быстро совершили все возможные ошибки и очень быстро ее упустили. Ну, я думаю, что это просто такое вот так вышло. Точка бифуркации их было несколько и в отношениях России и США и Запада, да, и в отношении и Запада к России. И мне кажется, здесь все сложилось не самым удачным образом, потому что, ну почему? Был недостаток понимания, некоторая несовместимость, не знаю чего, культурных кодов, не было достаточного количества
добросовестности, открытости, иногда с одной стороны, иногда с другой стороны. И просто не было компетентных людей, которые могли бы острую эйфорию превратить в долгосрочное сотрудничество. Ну, или не было настоящего желания. Опять же, мы знаем, если что-то не происходит, значит, оно может не происходить. Россия, мне кажется, ну, про это, опять же, написано килотонны просто книг, про то, как Россия вся вывернула душу свою наизнанку навстречу большим западным партнерам. Обычно это говорится с как бы отрицательной коннотацией. Козырева все пинают, министр иностранных дел. Ну, отчасти, мне кажется, это в какой-то мере мне сегодня еще там несколько лет назад я бы с этим не согласилась, но сегодня мне кажется, что да, Россия в этот период, начальные первые годы, ну вот вплоть до истории с Югославией, Россия действительно выдала очень много доверия, авансов и сигналов о готовности сотрудничать. Не все из которых были, мне кажется, приняты, услышаны или восприняты всерьез. Ну, вот сейчас часто приходится слышать, что Запад предал Россию, что Запад относился свысока к России и не оценил вот этих вот наших призывов к дружбе. Я не уверена, что можно говорить, что Запад предал Россию. Насчет того, что Запад относился свысока к России, есть такая буква. Я бы даже скорее не так сказала. Но это, кстати, больше уже верно в отношении скорее России Путина, нежели России Ельцина. Потому что Россия Ельцина, Ельцину самому, поскольку он был крупный не физически, он был масштабный, в смысле масштаба личности, он был масштабный, и ему лично, ну и до какого-то момента большинство его окружения, хотя это стало меняться к концу 90-х, мне кажется, это было действительно романтическое окно возможностей, не очень большое, потому что не так было важно Ельцину и его сторонникам, не так были важны ритуальные проявления уважения вот, к признание статусов, как были важны содержательные договоренности и создание каких-то гарантий взаимной безопасности и взаимной выгодности всех действий. Но да, я согласна с тем, что Запад, почему, когда я говорю Запад, на самом деле это не очень верно, потому что речь идет о Соединенных Штатах Америки. Я считаю, что США прощелкали клювом эту возможность, и да, я считаю, что... Господи, сейчас я заставлю себя не произносить этого имени сейчас. Да, я считаю, что США, например, в частности, присылали сюда послов, которые наносили урон российско-американским отношениям, сопоставимый, не знаю, с военными действиями. А какого именно? Макфола вашего. Да, мне кажется, не было достаточно серьезной инвестированности, скажем, Штатов или понимания, я не знаю, трудно судить, это был недостаток желания или просто объективная ограниченность понимания того, как можно выстраивать, как можно и нужно выстраивать отношения с Россией, потому что действительно, начиная с, например, 1985 года по практически, по 98-й, мне не приходило бы в голову каждой новой порции молодых людей, с которыми я общаюсь, показывать кинофильм «Доктор Стрэнджлав». А теперь это часть обязательной программы. И не мы первые начали. Тут все хороши, но я считаю, что Запад не столько предал, сколько прозевал окно возможностей создания здоровых отношений
с Россией, если они в принципе возможны. Есть же точка зрения, согласно которой все это невозможно. Все равно какой-то шакал один должен загрызть другого, или вдвоем они должны загрызть третьего. Но я такой большой нелюбитель геополитики и этих рассуждений. Я предпочитаю оставаться в плену иллюзий, идеалистом, non-zero сам подход, который пока я не вижу, чтобы кто-нибудь практиковал, но это не значит, что не нужно пытаться, это не значит, что он не есть единственно верный. А так Ельцин производил впечатление, вот лично он. И, конечно, поскольку это был момент не закрытия окна, а открытия окна возможностей, конечно, все это было важно. И России тоже это было очень важно. В конце концов, благодаря адекватной внешней политике и экономической политике, сегодняшняя экономика России находится в уникальной почти ситуации. У нас нет внешнего долга. Просто нет. Нулевой. И это дорогого стоит. Ну, тут и нефть, конечно, свою роль сыграла. Нет, это совершенно не... У нас нет внешнего долга, потому что он был выплачен. Потому что у нас профицитный, все-таки у нас есть... Это удивительно. Мы, либеральные журналисты, привыкли жаловаться на то, как все плохо в России, как все ужасно, все давит и душит. И, естественно, мы склонны забывать, поскольку СМИ российские практически уничтожены, как независимые средства массовой информации, мы склонны забывать, что при этом колбаса исправно есть. И спасибо, конечно, нефти, что, вообще-то говоря, монетарная политика в России продолжается чрезвычайно последовательно, суперадекватная. И что при всем при том, потому что, как обычно, нам кажется, сейчас все вот-вот разрушится и все хуже и хуже, вообще-то у нас неплохие показатели динамики роста экономики и так далее. И это в большой мере, ну, мы не будем говорить о великих Чубайсах и Гайдарах, но это в большой мере, в частности, и заслуга той внешней политики, которую проводил Ельцин. Я прямо убеждена в этом. А какая связь между внешней политикой того времени и сегодняшней экономической ситуацией? Потому что Ельцин, так условно Ельцин, Россия в период как бы начального ельцинского президентства проводила чрезвычайно дружественную и гибкую внешнюю политику. Как бы мы ни твердили, сколько бы мы ни твердили о том, что решение МВФ и Всемирного банка носит сугубо экономический характер, на самом деле это клуб больших политических и экономически развитых стран. И благодаря Ельцину Россия оказалась и в большой двадцатке, и в большой восьмерке, и благодаря в целом внешней политике, которую проводил Ельцин, подкрепленный или синхронизированный в определенный момент с экономической политикой внутри России, России удалось добиться реструктуризации массы долгов, удалось добиться полной выплаты внешнего долга, и удалось прям-таки несколько раз не соскользнуть в пропасть, когда весь мир, в частности, независимые всякие экономические кризисы, Россию к этому подталкивали. И даже то, что происходило уже после того, как Ельцин не был президентом, я считаю, что вот последовательно, условно, либеральная, вменяемо либеральная экономическая политика – это, конечно, наследие того роскошества. Спасибо большое. Все, да.